Семантическое ядро– это список поисковых ключей, разбитый по страницам сайта. Продвижение любого интернет-проекта начинается с поиска ключевых слов. При этом эту работу умеет выполнять далеко не каждый. Даже опытные специалисты с трехлетним опытом работы выполняют эту работу неправильно. При этом затрачивают на это несколько дней. После этого создается нерелевантный контент, который показывает плохие поведенческие факторы. Сегодня я покажу вам, как правильно собрать список поисковых ключей и разбить по посадочным страницам всего за 5 минут. Мой первый интернет-проект был интернет-магазин электроники, который на протяжении 2 лет не давал вообще никакого поискового трафика. Проблема заключалась в том, что была неправильно собрана семантика, под которую мы создали нерелевантный контент. Соответственно, поисковик не воспринимал эту информацию и не показывал наш сайт в выдаче. Мне хочется плакать. Теперь я понимаю, что было не так в моем первичном продвижении. Эти ошибки повторяют даже опытные SEO-специалисты, которые потратили не 1 год на продвижение сайтов. Ошибки заключаются в том, что неправильно разбиваются списки поисковых ключей по посадочным страницам. Существует 2 основных метода кластеризации ключей. Первый метод – это сопоставление результатов в топе выдачи. И второй метод, более популярный, по морфологии или по смыслу. Кластеризация ключей по топу выдачи менее популярны среди SEO-специалистов. И на это существует 5 причин. 3 из которых привел известный SEO-специалист Сергей Кокшаров или Девака. В своем исследовании он написал 3 основные причины, почему анализ топа не работает. Первая причина – мы не видим всю картину. Означает, что есть и другие алгоритмы ранжирования, которые выводят в топ сайты с менее релевантным контентом. Вторая причина означает, что в топе множество сайтов, которые вносят свою погрешность. Это означает, что они получают топ за счет своей трастовости. Такие сайты, как Википедия, прайс-агрегаторы, доски объявлений. Третья причина, что топ постоянно меняется. Сегодня там одни сайты, завтра другие. При этом выдача в Гугле и в Яндексе также не совпадает. Вот это поворот! Вручную работу по кластеризации ключей по топу выдачи вы будете выполнять очень долго. В интернете есть сервисы, которые помогают автоматизировать этот процесс. Такие как Serpstat, Rush Analytics, Top Advisor. При этом ценник за их услугу космический. За кластеризацию списка ключей из 3000 слов вы заплатите не менее $20. Поэтому я полностью солидарен с Девакой и добавляю еще 2 причины – дорого и долго. Второй, более популярный метод кластеризации – это разбивка по смыслу. Но и здесь не все так гладко. Список из 10 тысяч ключей вы будете разбивать вручную несколько дней. При этом обязательно допустите множество ошибок. Потому что человек, он не робот. Он начинает уставать от монотонной работы. И работа выполняется с множеством неточностей и ошибок. Остановитесь! Много лет, видя одни и те же ошибки, наша команда думала, как можно максимально этот процесс автоматизировать. Поэтому мы создали инструмент, который разбивает списки из сотни тысяч ключей всего лишь за пару минут. Хочу сразу сообщить, наш инструмент не собирает списки поисковых ключей, потому что в интернете и так множество платных и бесплатных ресурсов, которые предлагают эту услугу. Бесплатные инструменты – это Google Keyword Planner и WordStat Яндекс. Также есть и другие инструменты. Словоеб – это бесплатная урезанная версия Key-коллектор. LCE Graph – этот ресурс предлагает поиск поисковых подсказок и однородных запросов. Answer the Public –
Этот инструмент работает с англоязычными запросами. Он предлагает множество разных вариантов вопросов, предлогов, сравнений. Платные ресурсы – это такие ресурсы, как Serpstat, Ahrefs, Semrush, Majestic, Moz. Платные программы, как Scrapebox, Key-Collector. Ссылки на все эти приложения и программы будут в описании. Умеете, могете просто. Сейчас я покажу вам, как собрать и сгруппировать огромные списки ключей всего за 5 минут. Для этого мы используем 2 платных и 2 бесплатных инструмента. Первично зайдите на наш сайт SEO Quick. В правом верхнем углу вы найдете раздел «Утилиты». В этом разделе представлены 36 инструментов для SEO и контекстной рекламы. Мы постоянно пополняем этот список полезными инструментами. Самый первый инструмент – это наш кластеризатор. Переходите на него. Далее вы видите картину, как он выглядит. Все очень просто. Здесь всего лишь пару функций. Давайте посмотрим, как правильно необходимо кластеризировать. Переходите на Serpstat. Это многофункциональный ресурс, который позволяет собирать запросы. Давайте введем запрос iPhone, к примеру, в поиске google.ru. Что мы видим? Количество поисков с словом iPhone 23 тысячи. Давайте посмотрим весь список этих ключей. В Serpstat вы можете выкачать все полученные данные. Для этого вам необходимо нажать на экспорт и экспортировать все данные. Можно в файле CSV. Он не отнимает много места. Как правило, этот файл он весит меньше, чем стандартная версия Excel. Скачайте файл и далее переходите в наш кластеризатор, где все, что вам необходимо, просто добавить скачанный файл. Добавляете его, идет определенная загрузка. После ее выполнения файл добавленный в систему. Все 23 тысячи запросов, они уже в системе. Следующим шагом вам необходимо кластеризировать, поэтому нажимайте поиск. Все, вы собрали полностью все группы ключей. Они разбиты по группам. В кластеризаторе вы можете работать с полученными группами ключей, удалять, копировать, сохранять определенные группы. Все данные Serpstat сохраняются. Это частотность, уровень конкуренции, стоимость в контекстной рекламе за один клик. В данном списке вы можете убрать ненужные группы или ключи. Да, вот, к примеру, допустим, вы не продаете iPhone 4, да, он уже устарел, и iPhone 4s. Это не актуально, не интересно для вас. Можно просто удалить с данного списка эти группы. Для этого выделяете и удаляете. Можно сохранить определенные группы. Можно сохранить все. Следующий инструмент давайте рассмотрим Ahrefs. Ahrefs мы больше используем для англоязычного сегмента, потому что в отличие от Serpstat у него все-таки более большая база слов. Ну, давайте введем какой-то другой запрос. К примеру, давайте посмотрим строительство домов по России. Нажимаем поиск. Смотрим количество полученных вариантов. Их 3700. Для этого нажимаем кнопку «Смотреть все». И экспортируем полученный файл.
Данные сохраняются в вашем аккаунте. Необходимо просто повторно кликнуть в правом верхнем углу и получаете файл. Далее, все, что необходимо, просто добавить данный файл в наш кластеризатор. Нажимаем «Загрузить» и добавляем полученный файл. Какое-то время необходимо подождать. Вот он кластеризировал, собрал список. Далее нажимаем «Поиск» и пару минут, и список готов. Мы получаем все полностью разбито по группам. Все данные с Ahrefs сохраняются. Это частотность, уровень конкуренции и стоимость в контекстной рекламе. С данным списком вы можете работать прямо в инструменте. Не обязательно его сразу выкачивать в Excel. Потому что здесь это будет намного удобнее и быстрее сохранить, скопировать, удалить определенные группы. Да. Вот, к примеру, вы не занимаетесь строительством домов в Тюмени, да, или, допустим, строительство из бруса, да, вот вы там не делаете какие-то виды ключей, допустим, там под усадку, ну, какие-то другие там из строганного бруса, ну, калиброванного бруса, да. То есть вы можете спокойненько выделить ключи и группы, которые вам не подходят, и удалить их. Все, вы их полностью удалили и можете работать с семантикой, которая более вам подходящая. Либо сохранить выделенные данные, либо сохранить все. То есть выбирайте самостоятельно. Лучше это все обработать здесь, в кластеризаторе, чем в Excel, потому что это будет намного удобнее и проще и быстрее. Все эти данные сохранить и кластеризировать. Да? Просто выделяете галочками и сохраняйте нужные данные. Файл сохраняется в систему. В Windows в папку скачать или как у вас настроено индивидуально, да. Вот, то есть у вас все данные, они в Excel сохранены, и вы можете с этим работать. Давайте рассмотрим следующий инструмент. Это WordStat Яндекс. Чтобы работать в этом инструменте, вам необходимо зайти, ну, проще всего зайти с помощью социалки. Если у вас есть какой-то аккаунт в Яндексе, вы можете зайти с помощью него. После того, как вы зашли, да, вводим какое-нибудь ключевое слово. Давайте введем, к примеру, мягкая мебель. Да. Давайте посмотрим варианты, которые мы получим с мягкой мебелью. Все, что вам необходимо в данной ситуации, просто скопировать список, да, в буфер обмена. Для этого выделяйте необходимый список, скопируйте и вставляйте в наш кластеризатор. Это уже вторая форма, чуть ниже, список слов. Переходите на вторую страницу, выполняйте те же действия, выделяете нужный список прямо с частотностью. Все эти данные система понимает и сохранит полностью при кластеризации. Так можно делать много раз, да, если вы пользуетесь WordStat Яндекс. Вот. Просто копируйте в буфер обмена и вставляйте прямо в кластеризатор. Все данные ваши сохранятся, и частотность, и виды ключей. Давайте, наверное, возьмем еще третью страницу. Скопируем данные с третьей страницы и вставим так же само в наш кластеризатор, да, для выполнения группировки поисковых ключей. Давайте я вот копирую, вставляю. Все это мы делаем только для примера, поэтому, когда вы уже будете работать непосредственно с вашей семантикой, да, вы можете скопировать полностью все с WordStat Яндекс постранично.
Да, давайте я еще одну страницу скопирую, где частотность чуть пониже уже идет. Там более среднечастотные, низкочастотные запросы. Кстати, вот если копировать снизу, то он не копирует ненужные слова. Вот эта статистика по словам, чтобы ее вручную потом не удалять. Вот, вставляем. Все, у нас получился список из 200 слов. Да. Если вам необходимо больше, так же самое переходите на 5-ю страницу, копируйте следующие 50 слов и то же самое вставляйте в кластеризатор. Как видите, я это делаю снизу списка, потому что оно при копировании цепляет ненужные слова. Все, вставили, и все, что вам необходимо сделать, нажать поиск. Далее кластеризатор полностью разбивает по группам все ключевые слова. Частотность сохраняется. Так же самое вы можете работать в данном инструменте, копировать, удалять, сохранять необходимые данные. Видите, список у нас небольшой получился, да, поэтому вам необходимо самостоятельно копировать большие списки, добавлять больше данных по страницам с WordStat Яндекса. Видите, у ульяновской мебели получилось больше всего. Следующий инструмент — это планировщик ключевых слов. Или называют его Google Keyword Explorer. Перейти его можно с аккаунта WordStat, AdWords, Google AdWords. Здесь вам необходимо ввести какое-нибудь ключевое слово. К примеру, давайте введем продвижение в Instagram. Просматриваем варианты, которые мы получили. Преимущество этого инструмента в том, что он также делает группировку ключевых слов. Но недостаток этого инструмента, что список ограничивается только не больше 700 вариантов для одного ключевого слова. И группировка не всегда соответствует введенным данным в интернете. Да, то есть она не всегда качественная. Эти данные и эту группировку не раз раскритиковал Рэнд Фишкин, создатель компании Moz, о том, что группировка и данные не соответствуют реальным данным. Ну, многие используют этот инструмент, он как для мозгового штурма очень хорошо подходит, поэтому я вам также показываю, как можно разгруппировать с помощью Google Keyword Planner, да, вот, все полученные данные. Так же самое вы сделали кластеризацию, и данные можете сохранить или обработать прямо в данном инструменте. Ничего сложного. И далее мы рассмотрим расширенные функции нашего кластеризатора. Это если вы хотите получить более точные данные. Многие хотят получить идеальную кластеризацию, но такого не бывает. Поэтому, чтобы получить более точные данные, вам необходимо выбрать уровень кластеризации. Да, это выбор частотности. Давайте рассмотрим на действующем примере. К примеру, разобьем не по высокочастотным, а по среднечастотным запросам. В минус слова давайте введем ВКонтакте, потому что мы ищем кластеризацию по продвижению в Instagram, а нам выдало данные по ВКонтакте. Поэтому в минус слова мы ввели ВКонтакте. Поищем еще какие-нибудь данные, да, которые вот можно использовать для более точной кластеризации. Давайте я посмотрю по группам, что тут действительно неинтересно. Да, к примеру, такие слова, как бесплатно, возможно, да, если вы не хотите иметь их в списке своем. Вот, то есть необходимо выбрать какие-то данные и внести в данные поля. Да. У меня получилось ВКонтакте. Ну, можно вот синонимы ввести, допустим, Instagram по-русски и по-английски. Вот, если у вас больше синонимов, просто нажимаете плюсик и добавляйте какие-то другие синонимы. Если там найдете какие-то другие синонимы, то есть там список можно расширять
как угодно, накрутить, накрутка, да, так чтобы, допустим, кластеризатор не разбил случайно по разным группам, хотя он очень хорошо понимает окончания. Да, то есть тут проблем не должно быть, но если это произошло, просто можете внести эти данные, да, чтобы более точно кластеризовать. Если, так как мы продвижение в Instagram без геозависимости, да, то есть это по всему интернету, выбираем эту галочку и получаем более точную кластеризацию. Да, то есть мы убрали ВКонтакте, мы убрали геозависимость, ввели синонимы, да, то есть теперь Инстаграм по-русски и по-английски воспринимается как один кластер, то есть как одно слово. Получили более точные данные. Да, для этого необходимо нажать и расширить уровни кластеризации. Давайте посмотрим еще из тех примеров, которые мы уже рассматривали. К примеру, по запросу iPhone. Да, введем какие-нибудь там, считать как одно слово. Apple iPhone, да, чтобы, если вы не хотите, чтобы она разбивала на два слова, да, чтобы считала, что это один кластер, просто пишите два слова, или, допустим, iPhone 4, да, или название iPhone 6. Тогда система не будет разбивать эти слова на разные кластеры. Она будет считать, что это одно ключевое слово. Минус слова давайте бесплатно введем. Список игнорируемых слов. Можно ввести слово Apple, да, потому что в данной ситуации мы iPhone, если чтобы Apple не разбивалась в отдельный кластер, тут так все про iPhone, мы его просто пишем как игнорируемое слово. Обязательные слова, допустим, купить, цена, стоимость, заказать, да, если у вас коммерческие запросы, сколько, вводите список обязательных слов, ну и синонимы, да, iPhone по-русски, iPhone по-английски, да, вводите эти данные, и тогда система не будет разбивать на разные кластеры эти слова, и вы получите более точную группировку и кластеризацию. Да, синонимы цена купить. Многие синонимы, я вам скажу, в системе у нас уже введены. Цена купить, стоимость в системе уже введено, но я вам показываю на примере, да, вы можете для себя их ввести. Расширенные кластеры для семантики. Эту функцию необходимо использовать тогда, когда система выводит некоторые ключи без групп. Если вы нажимаете эту галочку, то эти ключи без групп, они попадают в более однородные подходящие группы, которые система посчитает, что они более соответствующие друг другу. Да, то есть мы разбили кластеризацию с учетом наших данных и получили, все данные сохранились, остались. Поэтому вы можете спокойненько это использовать для работы, для готовой семантики. То есть не нужно тратить много времени. Давайте рассмотрим какой-нибудь англоязычный запрос. К примеру, weight loss, регион США. Так же само. Необходимо вам скачать данные. Давайте используем Serpstat. Можно Ahrefs, там больше данных. Нашло 85 тысяч вариантов ключевых слов. Да? Давайте экспортируем все эти данные в CSV формате. Отчет наш готов, его необходимо скачать. Мы получили огромную семантику. Теперь необходимо разбить по группам. Для этого заходим в кластеризатор. Если вам уже этот список и кластеризация не надо, нажимаете поле «Очистить поля». Получаем полностью чистый кластеризатор. Нажимаем «Загрузить» и вводим weight loss. Ключевое слово, которое мы скачали, список Serpstat. Далее система потратит больше времени. В данном видео мы это обрезали, но это всего лишь пару минут. Да. Мы получили список из ключевых слов, полностью с weight loss. Далее вам необходимо ввести стандартно, да, настройки weight loss, чтобы не разбивало на разные кластеры, чтобы все эти данные были вместе, да, совместно.
Вот, если вы увидите какие-нибудь другие, да, настройки, можете спокойно ввести ваш список. Допустим, там игнорируемые слова чай, да, допустим, если у вас там только таблетки, pills, tablet. В данной ситуации, допустим, если вы чай не продаете для потери веса, мы его ввели как игнорируемое слово. Вот, продолжаем дальше. Что еще можно ввести? Давайте посмотрим список. Ну, это индивидуально, в зависимости от вашей тематики, что вы продвигаете, как вы продвигаете. Вот, можете, если считаете достаточно, нажимаете поиск, ждете несколько минут, потому что система такие большие списки быстро не разбивает, но получаете готовый вариант. Все, разбито по кластерам, англоязычный сегмент. Далее все, что вам необходимо, работать уже с готовым списком. Да, он уже, в принципе, полностью весь разбит. Все данные сохранились, частотность, уровень конкуренции, стоимость кликов в контекстной рекламе, да, то есть вы все эти данные имеете. Лучше всего с данным списком работать непосредственно в инструменте, а не в Excel, потому что намного быстрее вы удалите ненужные данные, скопируете необходимые. Если вы не чувствуете уверенность в том, что вам стоит использовать более широкие функции, используйте стандартный набор. В принципе, это все. Это наш кластеризатор ключевых слов. Заходите к нам на сайт, пользуйтесь им. Он сэкономит много вашего времени. Надеюсь, эта информация была полезна для вас. И на самом-то деле мы его создали, чтобы экономить время и деньги. Кто не понял, тот поймет. Теперь мне интересно ваше мнение. Какие рекомендации по сбору и группировке семантического ядра вам понравились? Что вы планируете использовать в вашей работе? Пишите ваши вопросы. Мы обязательно дадим ответы в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч! Продвижение любого проекта начинается с интернет. Блин.